Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я декорирую заготовку колокольчик. Здесь я использую вот такое красивое кружево. Покажу, я объясню, как я подбираю размер шаблона под заготовку и, конечно, покажу, как сделать декор брошки. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка. Она у меня уже обтянутая. Как обрабатывать заготовку, вот такую пластиковую из двух половинок, есть видео у меня на канале. Можно посмотреть. И также у меня есть заготовки. По Европе всем отсылаю. Мне понадобится лента, мне понадобится страза, филигрань, чтобы украсить бантик. И вот такое кружево красивое. И работу начну с того, что вырежу кружево. Каждый кусочек для рукодельницы очень ценен, поэтому вырезаем все вот так аккуратненько, чтобы нигде ничего не повредить. И продолжаю работу. И когда мы вырезали отрезок, который нам нужен, мы сейчас начинаем вот так все аккуратненько. Вот эту сеточку надо убрать как можно ближе, но при этом соблюдаем, чтобы мы не испортили кружево. Вот, и продолжаем работу. Вот так все лишнее подрезаем. И, конечно, стараемся подрезать как можно все вот так, чтобы убрать, чтобы не было видно ничего. Теперь берем зажигалку и вот так аккуратненько все, что у нас осталось, убираем. Это не так быстро все получается, но зато у вас будет все аккуратно. И вы посмотрите, как все убирается. И узор у нас остается чистый и красивый. И продолжаем работу. Когда кружево вырезано, его легче примерить и посмотреть, как же оно будет лучше смотреться. Вот, мне нравится вот так. И вот здесь у меня остается лишний кусочек. И вот так же аккуратненько подрезаем, потому что мы можем его использовать на что-то другое. Вот теперь меня устраивает результат. Теперь, когда я определилась, где у меня будет находиться кружево, я иголочками подкалываю. Конечно, при приклеивании что-то может меняться. Вот мне захотелось чуть-чуть ниже, чтобы нижняя часть колокольчика у меня была полностью задекорирована. И вот этот листик я подниму вот так чуть-чуть. С местоположением я определилась. Теперь отворачиваю кружева, беру клей и вот так вот размазываю. Не наношу толстый слой, а именно размазываю. Вот, чтобы у меня как можно больше поверхности приклеилось. Теперь я аккуратненько опускаю вниз. Сначала подклеиваем большие узоры, а затем уже маленькие. Вот. Теперь мне надо вот этот листик подклеить. Отворачиваю. Снова наношу клей, размазываем. Если не будем размазывать, нанесем толстый слой, то клей пробьет кружево, пройдет через кружево и все нам испачкает. Поэтому это очень важно. Так, нижняя часть у меня приклеена. Отворачиваю верхнюю часть и также размазываю клей. Если вдруг какие-то края у вас не приклеились, не волнуйтесь, потом можно взять аппликатор и доклеить. Все делаем аккуратно. Все знают, что если клей попадет на бархат, его потом очень трудно снять. Поэтому работаем очень аккуратненько. И вот этот листик, который мне хочется приподнять, также нанесу клей. И вот так его чуть-чуть, чтобы у меня полностью все вместилось.
Теперь, когда у меня все вроде бы подклеилось, я беру аппликатор, и если у меня где-то что-то не подклеилось, вот так подлезаю и все подклеиваю, чтобы у нас ничего не торчало. Кружево очень красиво смотрится. Оставлю ссылочку на нее. Получила от Виктории. И сейчас буду использовать вот такие конусообразные стразы. Вот она мне тоже прислала вот такие всякие. У нее есть в разных цветах. И их очень можно красиво пристроить. И теперь, чтобы добавить больше блеска и скрыть границы между подклеиванием, я беру клей. Здесь я использую уху клей. И вот так прямо на бархат и немного на кружево наношу клей. Беру стразы и вот так засыпаю. И немного прижимаю. Все лишнее стряхиваю. И вот где я нанесла клей, все прилипло. И вот так продолжаю подклеивать стразы, чтобы придать больше блеска. Здесь уже можно выбирать, где кто хочет приклеить. Больше, меньше, это уже по желанию. И так продолжаю работу. И также можно добавить стразы, немного клея наносить и в некоторых местах подклеить. Вот здесь, где кружево, чтобы его скрыть, где сеточка осталась не подрезанная, можно подклеить. И продолжаем работу. И сейчас объясню немного, как я подбираю размер бантика. Раньше я делала и больше бантики, и меньше, но за время работы я придумала или разработала, можно так сказать, для себя систему, которая практически всегда работает. Вот я, например, беру самую широкую часть колокольчика. Здесь у меня 9 сантиметров. Здесь можно использовать шаблон 9 сантиметров и 8 сантиметров. Вот в данном случае я использую шаблон 8 сантиметров. Не советую брать 10, потому что будет немножко так несуразно смотреться. Бантик будет больше, чем сама заготовка. И здесь я использую ленту 2,5 сантиметра. Тоже в одном из ближайших видео расскажу, как я подбираю размер ленты. Можно брать, конечно, и широкую, но так смотрится намного гармоничнее. Я заколола края и прошиваю. Бантики как делать я уже не один раз показывала на канале, поэтому вот так быстренько все прошью. Также объясняла про вот эти края, когда их выше поднимать и когда ниже. И затягиваю бантик. Здесь уже ничего сложного. Много раз я делала бантики. И завязываю узелок. Перетягиваю бантик узкой лентой. Даю закрепиться. И примеряю бантик на колокольчик. И вот я вижу, что мне надо отрезать длину. Подрезаю и сразу обжигаю. Если кому-то нравятся более длинные края, вот эти, их можно оставить. И вот я уже примеряю и вижу, что все равно края мне не нравятся такие длинные. И я по чуть-чуть буду подрезать. Не режем сразу много, а то отрежете и потом поймете, что слишком коротко. Поэтому 10 раз примеряем и только один раз
отрезаем. И я подклеиваю бантик вот сюда. Не сюда, как я делала раньше, а вот сюда. Здесь бантик смотрится более гармонично. И так, уберу. И держится лучше. Наношу клей. Ой, извините. И подклеиваю бантик. И даю закрепиться. И для декора бантика я буду использовать филигрань. Это у меня маленький размер. И филигрань не только приклеиваем, но и пришиваем. И в первую очередь пришиваем. Я закреплю нитку. Примеряю филигрань. Так, схватить ее надо. И смотрю, в какие же отверстия мне надо ее пришить. Перетягиваю. Обязательно перетягиваем. Если вы просто нитку будете перетягивать, то она у вас запутается. Поэтому вот перетянули филигрань. И несколько раз в нескольких местах пришиваем. Вот теперь можно затянуть ниточку снова через филигрань. Так как иголочка не сгибается. И подошьем сверху и чуть ниже. И закрепим, конечно. Здесь также можно зацепить за бархат. Вот я зацепила, чтобы у меня все стабильно держалось. И через вот эти отверстия также прошить. И все закрепляем. И теперь, когда филигрань пришита, вот сюда подлезаем носиком. Наносим клей. Прижимаем и даем закрепиться. Теперь я беру стразы. Вот у меня есть такие комплекты. Я их рассыпаю и затем выбираю себе, что использовать. Так, пока это уберу, чтобы не рассыпать. Многие у меня приобрели такие и спрашивают всегда, какой именно размер я использую для брошек. Здесь можно любой размер использовать, не обязательно использовать именно то, что я использую, и спрашивать, какой именно камешек я подклеила. Из любых страз можно сделать любую выкладку красивую. Изначально я делаю на поверхности на столе, а потом уже, когда я уже определилась с дизайном, тогда я уже делаю на заготовке. Теперь я беру клей и наношу тонкий слой, небольшой слой, именно на саму филигрань. Здесь она у меня почти вся будет в декоре, поэтому я сразу вот наношу на все. И даю буквально 10 секунд, чтобы клей постоял. Зачем я это делаю? Клей постоит и немного закрепится. И когда я буду наносить следующий слой, чтобы приклеить стразы, он уже не пройдет через филигрань, так как здесь он закрепится. И у меня все будет чисто. Если вы нанесете сразу, то он может протечь и испачкать вам заготовку и бантики. Вот теперь можно наносить второй слой клея. И теперь я уже наношу достаточно много. Вот, у меня там просто его очень-очень много. Не знаю, видно, не видно. И теперь я делаю выкладку. Я просто беру камни и сюда их укладываю. Не спешим, клей не затвердеет сразу. Главное приклеить вот эти 3 больших камня, так как они в середине и все удерживают. И теперь я уже вот подклеиваю остальные. Я заготовку держу в руке, чтобы мне было удобно ее прокручивать. И второй рукой вот я тут подбираю камешки, выкладываю их в удобную для меня позицию, чтобы я их схватила, и все подклеиваю. И вот здесь еще чуть-чуть.
добавлю клея, чтобы подклеить вот этот камень большой. Вот. И также поступлю со второй стороны. И получается очень красивая брошка. И все стабильно, так как филигрань железная. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Ссылочку на кружево оставлю на Викторию и, конечно, на стразы. Будет под видео. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.